Stanislavski started dual process acting. Вот Станиславский это тот, кто, в общем-то, основал этот двойной процесс актерский. Now, he didn't do it for film, but it works better for film than it does for theater. На самом деле он даже, в общем-то, не знал, что он основал, потому что этот метод, он работает даже больше для кино, чем для сцены. So dual process means two processes going on at the same time, right? Duo. Вот двойной процесс — это процесс, который происходит, два процесса, которые происходят одновременно. So if I'm in a scene with you, and we're having a scene between the two of us, my first process is the communication with you, us having our moments. But the dual process is that there's something else going on inside, something subtextual inside going on with me. And I have to, and yeah, go ahead. Вот двойной процесс, когда я нахожусь на съемочной площадке, работаю с моим партнером, и что-то происходит между нами, процесс коммуникации, это один процесс. И второй процесс — это то, что происходит внутри меня. Это процесс подтекста того, о чем мы говорим, того, что мы играем. So even though I'm talking to the other person, the camera that's watching me is seeing the dual process. The camera is seeing the subtext. If, for instance, I'm not interested in this person at all, but I'm trying to make them feel I am, the camera sees that I'm not really. И вот камера, она на самом деле ухватывает гораздо больше, чем она ухватывает, чем видят зрители в театре. Камера ухватывает гораздо больше моментов, и она здесь видит этот вторичный процесс, то, что происходит у меня внутри, мой подтекст, с которым я говорю, гораздо четче. И если я, например, не заинтересован в том, что говорит мой партнер, это будет очень-очень заметно. So we will do many exercises where you are able to reveal to the camera what you feel without sharing it with the other character. И мы с вами будем делать много упражнений, которые направлены на то, чтобы вы то, что вы переживаете внутри, как свой внутренний процесс, чтобы вы не делились им внешне, снаружи с партнером, но чтобы это было заметно, также заметно. And this is the most important thing. Это самая важная вещь. This is where charisma comes from. This is where star quality comes from. This is what makes movie stars. И вот это то, где начинается актерская харизма, то, где начинается звездная игра. The fact that when we're in the audience watching them, we feel that they are connected to us. Это тот момент, когда аудитория в кинозале смотрит на нас, мы видим, что она соединена с самым нашим существом внутренним, самым нашим сердцем. If you have this ability to dual process, to have this personal connection with the camera at all times, then you can stand in a line with 5 actors. And you will be the one that the camera will be looking at. You will be the one that the audience is watching. The other people will just fade away. И если вы владеете вот этим искусством двойного процесса, то есть вы владеете искусством внутренней интенсивной работы и переживания, вы даже стоя среди 5 других актеров, камера увидит это, она вас выделит, и все остальные будут, вы их затяните с собой, всех остальных. Right. So I'm going to give you the tools for you to start working on becoming more of a film actor and learning to build your own charisma. Я вас научу и дам вам инструменты на этом курсе тому, как строить свою актерскую харизму. Now, that brings me back to the question of technology dictating acting. Это опять возвращает нас к вопросу о том, что искусство как бы управляется технологией. When Roman was nice enough to invite me to come to teach, we had planned that we would start a live acting class in Kiev. And I would come there and I would teach you hands-on.
когда Роман пригласил меня поработать с ним, мы все думали, что я приеду в Киев и вживьем поработаю с группой. And that is still the plan. И это все еще наш план. But now we have the opportunity to do online classes to prepare you for the live classes so that when you start the live classes, you'll already be at a running speed. Но и сейчас мы имеем возможность делать онлайн-класс так, чтобы когда я смогу приехать в Киев, чтобы вы уже были гораздо более подготовлены, я мог бы поработать с вами более продвинутым образом, и так что вы достигнете того, чего бы вы не достигли, если бы начали с самого начала. So everything that we learn here is basically me giving you information. I'm going to give you tools. I'm going to give you a big toolbox and give you this exercise and this knowledge and this discipline and all these things for you to put into your toolbox, and you'll have the information then, won't you? И мы начинаем с того, что я делюсь с вами информацией. Я делюсь с вами информацией об этом инструменте, об этой технике и так далее. Так что вы складываете это все в коробочку, и она наполняется, коробочка ваших инструментов. Но это пока информация. Right. But we want to take the information and turn it into knowledge. Но нам нужно взять эту информацию и превратить ее в знание. So you can first get these tools and you understand them, but you don't really know how to make them work. It's like playing an instrument for the first time, isn't it? Все равно, что вот вы знаете в уме, как это делается и что делается, но вы пока не умеете играть. То есть это как бы как играть на инструменте музыкальном. But once you get used to these techniques, then your acting will expand and become much more profound on camera. Но когда вы уже овладеете этими техниками на своем опыте, тогда это гораздо расширит вашу актерскую игру, так что ваша актерская игра станет совсем другой на камере. Right, right. How many of you go out on auditions for acting jobs? Hands. Как много из вас ходит на прослушивание? Not many. Have any of you ever done selfie auditions? Кто делал самопробы? With your iPhone, right? Pick up your iPhone and you put it in there. Правильно. Okay. That's the new casting office. Это новый кастинг-офис, наш смартфон. That's where your film voice and your eye line and your lighting is everything. Это то, где ваша линия взгляда, работа взглядом, где ваш актерский голос, где ваш свет, это создает все. So I'm going to show you lots of tricks to help you do a better on-camera self-audition. И я вам покажу много-много всяких хитростей и фишек того, как сделать ваш перформанс, актерскую игру на камеру гораздо-гораздо лучше. Because right now, all of us actors are working out of our homes because we can't go anywhere. Сейчас, например, все мы, как актеры, работаем из дома, мы не можем никуда пойти. And it's very important to be able to deliver a really great performance, even though you're the only one in the room and there's no one that you're talking to. You have to somehow transcend it to be castable in that project. И очень важно, вот, несмотря на то, что вы находитесь в комнате один, и у вас нет аудитории, у вас есть только ваш смартфон, на который вы записываетесь, несмотря на это, не растерять свою актерскую харизму и сделать ваш перформанс, чтобы вас наняли в конечном итоге. So I do selfie auditions every single day, all the time, more than I want to, because again, we can't go to casting offices, right? Я, например, вот практикуюсь в самопробах практически каждый день, даже очень много, особенно сейчас, потому что я не могу пойти на реальные пробы. So I have a number of lights that I will use for my auditioning, right? Я использую целый ряд световых приборов для своих самопроб. Like right now, this is pretty good lighting in my room because I'm getting a window light from my balcony and I'm getting a door light from my front door, which is a little rim light, a little hair light and rim light, you know, kind of sexy, isn't it? And this is not bad lighting, is it?
Вот сейчас у меня естественный свет, и вы видите, есть немножко света справа и слева, и вот немножко контрового света, который добавляет такой сексуальности. Now see, I'm moving around. Now you see how the light changes on my face? И вот вы видите, я сейчас двигаюсь, и вы видите, как свет влияет на мое лицо, It's different, isn't it? как совсем меняется мое лицо. Depending on where I go, the lighting is different. So when I do self-auditions, I'm always walking around there. Now there's a good light. И когда я делаю самопробы, я вот иду сюда, потому что здесь вот здесь хороший свет есть. There you go. See? Здесь. So a lot of it, when you're on a set and it gets toward the end of a day, a movie set, they're chasing the light. They talk about the crew. Come on, we got to catch the light. We're going to lose our light. You ever hear that expression? Когда вы на съемочной площадке, то вы часто происходит такая ситуация, когда мы ловим свет, мы преследуем свет. Вот такое выражение есть, преследовать свет. It's the same thing. I'm chasing the light all day long in here. That's why sometimes I have a number of lights that I bought. And this is one I just bought that I really think is wonderful. It looks like a little book, doesn't it? И вот я использую много разных хитростей и штук для того, чтобы сделать освещение лучше. Вот, например, вот одна из этих штук, это вот эта вот штучка, которую держу в руках, она похожа на маленькую книжку. Let me show you what this does. И я покажу вам, что на самом деле она делает. Okay, I just closed my front door. And I lost all that light, didn't I? Я только что закрыл дверь на улицу, и вот я потерял весь вот этот цвет, который был. Check this out. И теперь смотрите. It's a book light. Это книжка-светильник. Now, here you go. Now that's a pretty good light, isn't it? Вот это Or if вот, I bring it here, if I really want a strong eye light, если я хочу, чтобы мои глаза были видны, я вот сделаю вот так вот свет, наверное. So if I'm auditioning like this, I think I'm going to probably have a better chance of getting the job than if I'm looking like this. И если, например, я вот с таким освещением, вот так освещено мое лицо, то моя самопроба будет более, скорее всего, успешной, чем если без нее. A light like this is like here. If I light it up in here, that's a romantic love story. If I light it up in here, it's a horror film. Если я первый сделаю способ, это как бы романтическая история, а если вниз поставлю, то это хоррор. The idea is once you take this online class, your audition process is going to go through the roof and you're going to book more jobs. And that's going to pay for this class in no time. So have no doubts in your mind that this class is going to be valuable for your career. Ну, идея, в общем-то, этого курса в том, что когда вы пойдете на аудишн, владея всеми этими техниками, и будете делать пробы или самопробы, ваша игра пробьет крышу, и вы будете гораздо более успешны, и вас наймут, соответственно, на работу. Вы получите работу. All right, so let's go back to the film voice for a moment. Вернемся к киноголосу. We talked about theater being a brass instrument. Right? Говорили о том, что в театре этот голос – это голос духового инструмента. Film, because of those fine microphones, your voice has to be more like a reed instrument. You know, in an orchestra, there's the brass section, and then there's the woodwinds and the reeds. Вот в отличие от театра, в кино, когда мы имеем дело с этими сверхчувствительными микрофонами, наш голос становится совсем другим инструментом. Он становится как бы вот теми инструментами, которые деревянные, там, струнная секция и так далее. So, our voice on film is more like a sexy saxophone. Вот наш киноголос, это больше похож на такой сексуальный саксофон. It's breathed through rather than volumized. Он как бы дышит через нас больше, чем как подача духовых, которые от нас исходят. Он как бы проходит через. Would you like to hear your own film voices right now? Прямо сейчас услышать ваш киноголос, как он в кино должен быть. You know you would. Okay, here's what you do. Я знаю, что вы хотите. Сейчас вот что мы сделаем. All right.
I want you to take your hand and put it on your right here on your sternum, the breastplate, right there in the center. Я хочу, Flat. чтобы вы взяли свою руку левую и положили ее на Right? Hold грудь. it there. Now, just take a deep breath and sigh. Just Вот сейчас сделайте глубокий вдох и выдохните. do it with me. Делайте сам. Do you feel it's like a thumping on your chest? Your lungs are pressing up against your chest when you go. Чувствуете вот эту вот вибрацию внутри, как бы ваши легкие заставляют дрожать вашу грудную клетку. Do you feel that? Вы чувствуете это? You feel that? Not if you've done it and you can feel it. Okay. Когда вы расслаблены. There is my voice. Now. Это вот важно сейчас это почувствовать. Now there is my voice now. This is my film voice. This is how I center my film voice. И вот I don't have to be any louder. I can talk just right here, can I? И вот это то место, где начинается мой киноголос. Это то, откуда я говорю в кино. So for you to really hear it, take your hands and make them into little cups like this. Вот для того, чтобы услышать его, свой голос, вот сделайте свои руки как маленькие чашечки. Fingers and thumb tied together, so if I poured water in it, it would hold the water without leaking. Что как если бы вы хотели бы набрать воды в них. Now, take your fingertips and put them on the inside of your outer ear there like that. See? Ваши пальцы и прислоните их к мочке ваших ушей снаружи. Toward your mouth without touching your face. Don't touch your face. Almost. Запястье к вашему лицу, но не прислоняйте к лицу. Now, just start talking to yourselves. Just start talking, and your voice comes through here, through the hollow, into there, and that is what other people hear. That's what your voice sounds like. Начнете говорить, и ваш голос пойдет сюда, вот в эту сторону, то вы услышите то, как вас слышат другие люди. Right. Do you hear yourself? Now you can use nuances, you can change it, you can intensify it. There's wonderful things you can do because you have all the breath in the world to do it, and you are a sweet sounding woodwind instrument. И вот так, когда вы слышите свой голос, вы можете слышать все нюансы вашего голоса, все эмоциональные нюансы, и вы можете управлять своим голосом на одном дыхании, как если бы вы были вот этим вот замечательным, очень мягким и очень интимным деревянным музыкальным инструментом. But remember, don't touch your cheek because you'll lose it. You have to hear it. The voice has to come through the hollow of your hand. Не прислоняйте запястье к лицу. Держите немножко. Amir has something. Yes. So I understood that the voice that people hear is so much better than I hear. So when I'm speaking this way, it's really good. It's better than it seems before. Вот я сейчас обнаружила, что голос, которым я говорю вот так, это голос, который слышат люди, он гораздо лучше, чем то, что я слышу. Do you remember the first time you ever heard your voice recorded? Maybe it was on a phone. Вот вы совершенно правы. Вы помните тот момент, когда вы впервые услышали свой голос записанным? And you heard it, I hate my voice. И вы подумали, боже мой, это не я ненавижу свой голос. That's because when we talk, 60% of our voice we're hearing from our inner ear. We're hearing it inside our ear. We're not hearing what other people hear. Это потому, что когда мы обычно говорим, мы слышим 60% того, как мы слышим свой голос, мы слышим это внутренним ухом. Мы не слышим то, как другие люди слышат нас. Yeah, so we often see announcers as they're talking into a microphone doing this because they want to hear what the voice is sounding like in the microphone. Например, когда мы видим, как вот репортеры многие, так и ведущие так делают, прислоняют руку к уху для того, чтобы услышать, как слышится их голос со стороны. I see Justin Timberlake do that always. He'll do that. Я знаю, Джастин Тимберлейк видел, как он делает постоянно так. So you can separate his voice from the other voices in sync, for instance, when he was in that. Чтобы отделить свой голос от других голосов и услышать, как он поет. Right. So that being your film voice and the eyes looking right at their eye line,
what you must remember in close-ups is you can't blink on close-ups. И вот эта техника, она даст вам то, что называется вашим киноголосом. И вторая важная вещь — это ваша линия взгляда. Это ваш взгляд в кино, особенно на крупных планах, когда вам важно очень не моргать на крупных планах. So I'm looking in the camera right now. Now, in real life, I can blink, but right now, see how much I'm blinking? Look at my eyes. I'm really kind of... Смотрите, вот в обычной жизни, да, мы очень часто моргаем в обычной жизни. That's a human thing to do. We all blink, right? Наша человеческая штука. In film acting, when you're on a film screen where it's 50 feet wide by 30 feet high, your eye is this big. And when you blink, it just steals all the focus. Кино на большом экране, когда это на огромном экране, ваши глаза несколько метров могут быть длиной, в ширину и в высоту. И когда вы моргаете, это как взрыв, как визуальное такое насилие происходит. So now you see if I look at you right in the camera and I don't blink. Вот сейчас, если вы увидите, как я смотрю на вас прямо в камеру и не моргаю, See, I'm not blinking, am I? видите, я не моргаю, да? And you can see everything that's going on in my thought processes. I can look away from you, have my thoughts, and come back to you. It's very personal. И вы It's a very personal way to work. Вы увидите вот прямо сейчас, как через мои глаза выражается мой внутренний процесс мыслительный, когда я отвожу глаза, и когда я вновь возвращаю к вам. Вы видите, что это очень интимный процесс, передается через глаза. So learning to work in that box is a very difficult thing. Вот, I'm very animated, aren't I? вот очень важно, вот это очень важная вещь, научиться работать вот в этой маленькой коробочке, вот в этом, как это, в форме вот этой, в форме экрана, когда мы ограничены этим экраном. I can't behave like I'm behaving now when I'm on camera. Я обычно очень живой человек, и я двигаюсь, люблю двигаться и шевелиться. И если вот я обычно, да, вот обычно я бы очень много шевелился. I have to have what is called the power of stillness. Но когда я работаю на камеру, я должен иметь то, что называется силой неподвижности. See, if I'm moving around, there's no power. But if I'm... Вот, понимаете, когда я вот двигаюсь туда-сюда, в этом нет особенно силы. А вот когда я замираю, This is film acting. сила. И вот здесь начинается как раз игра актера в кино, киноактера. Also, in Вывих называется. I'm sorry? Это называется вывих по Станиславскому. Еще раз. I didn't get... А я не знаю, как будет вывих на английском. Вывих? Вывих. Вывих? Да, это по Станиславскому, когда куча действий неоправданных. Я тоже сейчас не могу вспомнить, как это по-английски сказать. You know, like when your shoulder like goes out, what it's called in English? Dislocation. Dislocated. Dislocated. Yes. When you so it's in Stanislavski it called it dislocation when actor moving a lot. Mm-hmm. Right. Well, also Stanislavski. Visible things. Stanislavski was always thinking about theater. Да, Станиславский, но он всегда думал о театре, он всегда как бы его имел в виду театр. In theater, we walk on stage in real time, and we carry the arc of the story all the way through in real time. И вот здесь вот такой момент, что когда мы работаем в театре и мы играем пьесу, мы играем в хронологическом порядке, мы играем ее как бы последовательно во времени. And we break down every moment into beats, right? Emotional changes that build that arc. Мы проигрываем вот эту эмоциональную арку нашего персонажа, мы проигрываем ее в хронологическом порядке, строя ее от момента к моменту. And we walk on stage and we meet the other actor and we shake hands and we have a scene together and we play all this and we sometimes turn to the audience, but that is the fourth wall that we are not supposed to address in theater. И вот в театре мы играем, мы выходим на сцену, мы общаемся с другим актером, партнером по роли, но всегда есть вот эта четвертая стена между нами и зрителем, и мы не должны ее разбивать. Yeah.
There's no close-up in theater. Вот в театре нет вот этих крупных планов. There's no eye work in theater because the audience can't see the eyes. В театре нет работы взглядом, потому что Physical theater зритель is не floating with your entire body because the audience can't see the nuances that the camera can see. зрители не видят наших глаз, и поэтому мы должны играть всем телом, в отличие от работы актера, когда мы должны играть в первую очередь глазами. Right. So in theater, we're playing wide and horizontal. But in film, when I walk on set, I'm addressing the actor here and I'm moving toward the actor there. And so the acting is this way. Theater expands and acting intensifies toward the camera. All of our performance goes this way. В театре наша актерская игра должна как бы быть расширенной, она идет наружу, вовне, горизонтально, а в кино наша игра, она как бы вертикальна, она интенсифицируется в точку, в одну точку, в линзу. Она направлена в линзу. As an example, Например, in theater, I get up in the morning, I walk on set, and I look at the beautiful day, and I'm looking at how beautiful the day is as I'm sipping my coffee. в театре, например, когда я играю вот утренний день, как я проснулся, я выхожу и смотрю по сторонам, попиваю свой кофе, и смотрю, как прекрасен день. You see, I'm taking the whole auditorium, the whole audience in, aren't I? Вот, смотрите, видите, я как бы играю на всю аудиторию, на широко, на весь зал. But in film, Но в кино I walk in this way, я... and I look at the kind of day we're having, and it's from here to here. И я And that's enough. That's enough. работаю вот так, отсюда до сюда. И этого уже достаточно. Everything's much smaller. If you're looking out here, you can't be seen. You can't be seen. Nothing exists out here in film. It all has to funnel through here. This is your entire audience. Everything plays in here. Все гораздо меньше в кино. Вот все ограничено вот этим рамками кадра. Если вы посмотрите в эту сторону или в эту сторону, все, вы потеряли аудиторию, вас и не видно ни вас, вашей игры. Все ограничено вот этой вот маленьким кадром. Here in Hollywood, when you go to audition, or if you want to find an agent, or you go to a casting director, you give them your resume, right? Вот здесь, в Голливуде, когда вы идете к кастинг-директору или к агенту, вы должны дать свое резюме им. And they look at your resume. The first thing they look at is training. Are you trained? Right? Первое, на что они смотрят, это есть ли у вас опыт, есть ли у вас образование. And then they look at your credits and they see, oh, you've done 30 plays. И затем они смотрят на ваш опыт работы, и они смотрят, вы играли в 30 пьесах. But you've only done 2 films. Но у вас всего лишь две работы в кино. So they're not going to call you in for an audition. И если вот у вас такое резюме, то, скорее всего, вас не позовут на прослушивание даже. Because they think you are theater actors. Потому что они думают, что вы театральный актер. Don't put too much theater on your resume unless you're auditioning for a play. Не надо ставить слишком много ваших театральных работ в ваше резюме, если только вы не хотите наняться работать в театр. Right, right. These techniques are very valuable, and you'll find them coming in really very handy, because as this technology changes and we have to start self-directing in our homes, we have to make the adaptation. We have to adapt to fit in that world and keep working. Вот это интересно, что с развитием технологий, как меняется вообще наша тоже актерская игра и подход, и вообще все. И сейчас, когда мы становимся как бы сами для себя режиссерами, и когда мы делаем самопробы, в том числе, вот нам очень важно иметь все эти инструменты. What's the last thing you said? I just was distracted a little bit. Well, excuse me, I'm sorry. As the technologies change, we have to adapt to those. И нам, соответственно, нам нужно адаптироваться к этому, к тому, что как изменяется технология. But once you understand the essence of film acting, the adaptation to other formats and other venues, that's not a problem, because you have the basis of what you need. Это не будет проблемой, если у вас есть основа того, что необходимо для этого.
last thing I'll say before we go on. Перед тем, как продолжим, одну вещь скажу. Sorry, I have a throat. How many of you know your best side? Вот как много из вас знают вашу рабочую сторону, лучшую сторону? Now, girls usually know. Ну, обычно девушки знают.